Друзья мои, всем привет! Сегодня мы поговорим о самой популярной теме в комментариях на канале Gore Team – о коллекциях и боевом духе. Это одно из самых дорогих улучшений в игре State of Survival. Почти 90% вы можете получить только при больших внутриигровых вложениях, но тем не менее внимание на коллекции стоит обратить каждому. Первое, что мы видим в интерфейсе коллекций, это текущий уровень и количество очков. Также есть рейтинг и составляющие части коллекции, облики, рамки и так далее. Кроме этого есть примерочная. Здесь вы можете нарядиться по последнему писку моды постапокалипсиса. Это просто удобный интерфейс. За определенный уровень коллекции вы можете получить награды в виде купонов, обликов и дополнительных бонусов. Все бонусы представлены в этой таблице, которая опубликована на нашем сервере Discord и в нашей группе ВКонтакте. В первую очередь эти бонусы будут полезны, конечно же, рейдерам. Например, повышение максимального усиления атаки позволит увеличить лимит атаки войск, которую игрок получает за штабы и рамки. Но такие бонусы, как итоговый урон героя, урон титана и урон авиации, пригодятся всем. Почти за каждый активированный облик вы получаете очки коллекции. За облики штаба, облики марша и дозорных, за наборы мемориальных статуй и так далее. Но за рамки очков коллекции нет. Поэтому не забывайте активировать все, что вы получаете или покупаете, так как бывали случаи, когда игроки от незнания оставляли это все пылиться в рюкзаке. Каждая коллекция может состоять из разных элементов. Это могут быть штабы, рамки, марши, дозорные, статуи или же крылья. Собрав полный комплект, вы получаете дополнительные очки коллекции. Чем дороже и уникальнее коллекция, тем больше вы получаете очков. Например, за большой сет вы можете получить целых 50 очков, а за маленький всего 3. Разница очень большая. Одни из самых доступных коллекций — это наборы Миго, которые, например, можно получить за рейтинг в событии Дуэль Союза. Также вы могли заметить штабы, рамки, марши и дозорных, у которых можно повысить уровень. За каждый уровень вы получаете некоторое количество очков коллекции и бонусы. Повышение уровня рамок дает только бонусы, без очков. Улучшать составные части комплекта стоит ради боевого духа и дополнительных показателей статистики. Когда все предметы будут второго уровня и выше, вы получите определенное количество очков боевого духа. Количество зависит от уникальности комплекта. Маленькие наборы могут дать прибавку в 1 единицу, а большие сразу плюс 20. Именно за уровни своих комплектов топ-игроки получают огромное количество очков боевого духа. По аналогии с очками коллекции, чем дороже коллекция, тем больше дух за ее повышение. Но зачем вообще нужен боевой дух? В соло-атаках и рейдах сравнивается боевой дух обеих сторон. Тот игрок, у которого боевой дух выше, получает бонус в виде урона титанов, авиации и героев на 10%. К этому значению суммируется такой показатель, как дополнительный урон за боевой дух солдат, если он есть. А затем вычитается понижение урона боевого духа от противника. Давайте разберем на примере. Боевой дух 374 и 363. Итого бонус в виде 10% получит левая сторона. Чтобы понять, откуда появились дополнительные проценты, идем в самый низ отчета. Здесь мы видим, сколько дополнительного урона мы получим. 40 сотых, плюс 2, плюс 40 сотых. Так как противник проиграл в сравнении боевого духа, то у него будет учитываться только понижение урона за боевой дух, то есть минус 84% и минус 40 сотых. Итого получаем повышение урона на 1,56%. С учетом округления в интерфейсе отчета и базовых 10%, бонус за боевой дух будет равен 11,6% усиления урона. В первую очередь боевой дух зарабатывается путем улучшения комплектов коллекции обликов, комплектов статуй и так далее. Также есть грозовое вооружение с очками боевого духа или дополнительным лимитом боевого духа. Но я думаю, обычным игрокам стоит игнорировать эту статистику в грозовом. Такое снаряжение имеет значение для топовых игроков, которым из-за максимально близких показателей статистики важны каждые миллипроценты и небольшие усиления.
Когда все остальные показатели равны, есть максимальные герои и так далее. Эти бонусы решают исход боя. И как мы видели в разборе отчета, дополнительный урон или понижение урона за боевой дух тоже важны. Для игроков средней лиги и обычных фри-то-плей игроков боевой дух тоже важен. Но я считаю, что не стоит за ним гоняться, как за волшебной таблеткой, которая вмиг поможет вам стать сильнее. Более высокий боевой дух в сражении повышает урон титанов, авиации и героев. А какой эффект будет от увеличения урона фиолетового Дино и вертолета 4 звезды? Очевидно, это даст небольшой эффект. Поэтому больше внимания стоит уделить так называемой базе, а боевой дух будет для вас бонусом. Облики из комплектов можно покупать в магазине обликов за жемчуг, получать в виде наград в событии Миго и выигрывать в различных событиях. Также, кроме обычных комплектов с обликами, есть наборы мемориальных статуй. При достижении 2 уровня, кроме боевого духа, они дадут вам определенный навык. Благодаря событию Камни джунглей, получить статуи из комплектов стало намного проще для обычных игроков. Но более подробно о статуях хотелось бы поговорить в отдельном ролике. Мы постараемся проанализировать их полезность в соло-атаках и в рейдах и сформулировать приоритетность прокачки, потому что у разных игроков в разных отчетах они играют по-разному. Кроме этого, мы поговорим про остров. Друзья, напишите в комментариях, если эта тема для вас интересна. В качестве завершения повторюсь, что боевой дух дается за повышение уровня комплектов коллекции. Бонус за боевой дух в сражении работает только тогда, когда у вас его больше, чем у противника. На этом все, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим роликом со своим самым боевым товарищем в игре. Берегите себя и помните, что без силы духа сила мышц не поможет. Да, сегодня без шуток. Всем пока!